не жалеть себя – это доверять Богу. Это не безумное такое состояние, где человек, знаете, безрассудно делает то, что ему не надо и что ему не посильно, а когда человек действительно находит возможность служить Богу, когда человек ищет волю Божию и находит эту волю Божию через послушание, через благословение, через обстоятельства, тогда человек должен доверять Богу и верить в то, что Бог ему поможет в его начинаниях, в его каких-то планах, если они богоугодны. А когда человек говорит: а как я это сделаю? А у меня сил не хватит, а у меня это не получится, я привык по-другому жить, понимаете? И вот это уже жаление себя, вот такое греховное жаление себя, оно, как бы сказать, закрывает от человека Бога. И он, конечно же, не способен нести свой крест, не способен сделать то, что ему нужно сделать для его спасения. Он не развивается духовно. И когда человек, замыкаясь в себе, вот и живет, как бы вот как в консервной банке, да, то проходит жизнь, а душа не развилась. В душе нету опыта помощи Божией, нету опыта любви Божией. Он не познал Бога, он не соединился с Богом. Душа его, у него нет опыта победы над грехом. И как она будет в вечности? Она будет в вечности тоже вот в каком-то таком, понимаете, зародышевом состоянии и в темноте своих каких-то грехов. Искать свою меру – это творческий такой процесс. Человек должен понимать, что тот же пост, например, человек может, ничего не есть. Сколько он продержится, понимаете? Во-первых, он ослабеет, он станет раздражительным, и от этого будут страдать его ближние, и этот пост будет только во вред. Поэтому определить меру, определить то, что действительно нужно тебе действительно сегодня, да, для твоего развития, для того, чтобы помочь своим ближним, и определить то, что действительно тебе не надо, вот это вот действительно очень важно для человека момент, понимаете, во всем. Человек должен пройти свой путь. Этот путь узкий, но это путь в вечность. Этот путь может быть только за Христом. Мы, конечно, на этом пути отклоняемся. Хорошо, если мы увидели, что отклонились, почувствовали не туда, Господи, прости, пришли на исповедь, сказали: вот здесь я погорячился, вот здесь я, понимаете, не то сказал. А когда человек настаивает на своем: ага, я прав, вы все не правы, я пошел, бывает, знаете, очень далеко уходит человек, потом нужны годы, чтобы человек возвратился, понимаете, к тому месту, где он свернулся с этого пути. Это годы бывает. А бывает, человек и не возвращается. Он говорит: я уже простить не могу, я уже смириться с этим не могу, я уже погиб. Моя душа погиб. Человек сам к себе говорит, что я уже нет, он не верит, что Бог ему может помочь. В принципе, Бог может помочь человеку в любой ситуации. То есть у Бога нету тупиков, у Бога нету каких-то, понимаете, обстоятельств, в которых бы он был бы бессилен. Бог – это путь, я есть истина. Но теряя Бога, мы заблуждаемся, мы блудим, блуд вот от этого. И мы не ведаем, что творим. А придя в себя, мы говорим: Господи, прости. И как раз церковь вот как раз и есть то место, где мы опять же примиряемся с Богом, опять же мы возвращаемся, как блудные дети, к Отцу Небесному и снова продолжаем жить. Снова идем в бой за свое сердце, за свой ум, за наших близких.